Всем привет! Меня зовут Ксения, и я хочу сегодня предложить вам связать вот такие кроссовки для игрушки заек в стиле Тильда. Ну, это может быть, конечно, и котики, мишки, кто кого любит вязать. Вяжутся они легко, ничего сложного в них нет. Вот так вот они смотрятся на самой зайке, на самой игрушке. Стопа моей игрушки 80 сантиметров. Кроссовочки я связала по размерам 8 с половиной. Да, 8 с половиной они у меня по подошве. Если вам нравится данный вид гардероба для вашей игрушки, приглашаю присоединиться и связать вместе со мной. Для наших кроссовочек нам понадобится, конечно же, пряжа. У меня это Yarnard Jeans. Здесь в 50 граммах 160 метров. Цвета у меня будут коричневый и белый. Крючок у меня 2,5 под мою пряжу. Ножницы, иголка для сшивания деталей. Ну, какое-нибудь украшение. Тут у меня вот такой вот с логотипом Handmade пришивные. Не знаю, как они правильно называются. Ну и так как я не пользуюсь при вязании крючком маркерами, мне неудобно, я использую контрастную нить. Вы можете использовать, конечно, маркер. Ну что, приступим? Так, начнем вязать наши кроссовки с подошвы. Для этого нам нужно набрать 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее во вторую петлю от крючка нам нужно провязать одну прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну воздушную петлю. Далее вдоль цепочки вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последнюю петлю провяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Теперь по другой стороне цепочки нам также нужно провязать 7 столбиков без накида. Хвостик будем прятать в вязание. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и 7. Последнюю петлю, в которую мы изначально провязывали прибавку, провяжем еще 2 столбика без накида. 1 и 2. И присоединяемся в первый столбик без накида этого ряда. Делаем воздушную петлю. Вязание будем начинать постоянно с той же петли, в которую мы присоединялись. Итак, вяжем 2 прибавки. 1 прибавка и 2 прибавка. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5,
шестой и седьмой. Далее делаем 4 прибавки. Первая прибавка, раз, вторая прибавка, третья прибавка и четвертая. Дальше вяжем 7 столбиков без накида по второй стороне. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заканчиваем ряд 2 прибавками. Одна прибавка и вторая. И делаем соединение в первый столбик без накида этого ряда. Воздушная петля. Хвостик можно отрезать, чтобы он нам не мешался. Третий ряд. Вяжем столбик без накида в ту же петлю, с которой соединялись. Далее прибавка. И 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11. В следующую петлю мы вяжем прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну петлю, 2 столбика без накида и опять прибавку. И по второй стороне также вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Заканчиваем наш ряд прибавкой. Прибавка. И 1 столбик без накида. И соединительная петля. Первый столбик этого ряда. Вяжем воздушную петлю. И начиная с этой же петли вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Прибавка. И теперь нам нужно провязать по схеме 3 столбика без накида, прибавка. Итак, 3 раза. Раз, 2, 3, прибавка. Это первый раз. Опять. Раз, 2, 3, прибавка. Это второй раз. И еще раз. Раз, 2, 3, прибавка. Здесь нам нужно провязать 6 столбиков, ой, извиняюсь, 4 столбика без накида. Раз, 2, 3, 4.
Делаем прибавку. Раз, два. Ну и также по этой стороне будем делать, вязать 3 столбика без накида, прибавка. Раз, два, три. Прибавка. И снова. Раз, два, три. Прибавка. Это второй раз уже. Последний раз. Раз, два, три. Прибавка. И заканчиваем ряд 2 столбиками без накида. Раз, два. И соединительная петля в первый столбик этого ряда. Пятый ряд мы с вами провяжем без изменений. Просто 42 столбика без накида, начиная с этой же петли, в которой присоединялись. Просто по кругу 52 столбика без накида. Итак, довязала я пятый ряд, 42 столбика без накида, просто по кругу. Начинаем 6-й ряд. Вяжем 2 столбика без накида. В 3-ю петлю вяжем прибавку. И дальше мы будем вязать по схеме 4 столбика без накида, прибавка. И так 3 раза. Раз, два, три, 4, прибавка. Это первый раз. Опять раз, два, три, 4, прибавка. Это второй раз. И еще раз. 1, 2, 3, 4, прибавка. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем прибавку в следующую петлю. И дальше точно так же 4 столбика. Раз, два, три, 4, прибавка. Это первый раз. И опять раз, два, три, 4, прибавка. И снова раз, два, три, 4, прибавка. И заканчиваем наш ряд 2 столбиками без накида и соединительной петлей. Воздушная петля. 7-й ряд. Вяжем 2 столбика без накида. В 3-ю петлю прибавка. Будем вязать по схеме дальше 5 столбиков без накида, прибавка. И так 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Раз, два. Это первый раз. Дальше. Раз, два, три, 4, 5. Прибавка. На второй. И еще раз.
Раз, два, три, четыре, пять. Прибавка. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Делаем прибавку в следующую петлю. И так же, как по той стороне. Раз, два, три, четыре, 5 столбиков и прибавка. Дальше опять раз, два, три, четыре, 5, прибавка. Так, дальше раз, два, три, четыре, 5. Следующую петлю прибавка. И заканчиваем наш ряд 2 столбиками без накида. 1, 2. И делаем соединительную петлю, первый столбик нашего ряда и воздушную. Последний ряд мы провязываем так: 2 столбика без накида, первый и второй. Делаем прибавку и теперь нам нужно провязать 20 столбиков без накида. Провязала я 20 столбиков без накида. Здесь далее мы делаем прибавку и 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующую петлю мы делаем прибавку. И теперь вяжем также 20 столбиков без накида, прибавка и 2 столбика без накида. Провязала 20 столбиков без накида. Теперь мы делаем прибавку и заканчиваем ряд также 2 столбиками без накида. 1 и 2. Здесь я соединительную петлю не делаю, я просто отрезаю нить и как бы создаю ложную петлю. Как это делаю я? Ввожу крючок в первый столбик этого ряда, захватываю нить и вывожу ее на лицевую сторону, разворачиваю изделие и завожу крючок уже вот в эту петлю, в последнюю, в полупетлю, как бы разделяю ее и протягиваю нить сюда на изнаночную сторону. Вот так вот у нас получается. То есть нет вот этой соединительной петли здесь. Далее я закреплю эту ниточку, обрежу. Я отпарю эти 2 подошвы, немножко утюгом пройдусь по ним, чтобы они стали ровные, не загибались, не волнились. Свяжите вторую подошву самостоятельно, отгладьте ее, и мы начнем с вами увязывать уже непосредственно вверх кроссовка. Итак, отгладила я подошву, видите, она стала ровной, не волнится.
не загибается. Ниточку я тоже убрала. Будем начинать вязать верх нашего кроссовка. Этот ряд мы будем вязать за заднюю полупетлю, то есть полностью весь ряд. Присоединяемся мы в ту самую ложную воздушную петлю, ну или если вы так не делали, то в петлю соединения. Так, делаем воздушную петлю и начиная с этой же петли вяжем столбики без накида за заднюю стенку петли. Ниточку можно прятать сразу в вязание. Вот видите, то есть не за всю петлю вместе, а именно за заднюю полупетлю. И так вяжем до конца ряда. Тут без убавок, без прибавок. Просто весь ряд столбиками без накида. Свяжите этот ряд самостоятельно до конца. Встретимся во втором ряду. Довязала этот ряд до конца. Делаем соединительную петлю в первый столбик без накида этого ряда и воздушную петлю. Второй ряд вяжется тоже столбиками без накида, начиная с этой же петли, но уже за обе стенки петли по кругу столбиками без накида. В этом ряду на пятке мы будем делать убавку, поэтому встретимся с вами за 2 петли до конца ряда. То есть вот это у нас пяточка, и нам здесь нужно сделать убавку. Довяжите до конца, встретимся здесь. Итак, довязала я почти до места, где нам нужно сделать убавку. Вот эти 2 петли. Как делаю убавку я? Я захватываю переднюю стенку полупетли первой петли и потом второй петли и вяжу обычный столбик без накида. Делаем соединение в первый столбик без накида нашего начала ряда. Третий ряд вяжется без изменений, также просто по кругу столбиками без накида. Провяжите его самостоятельно. Встретимся с вами в начале 4-го ряда. Довязала я третий ряд. Здесь белую нить я обрезаю. Буду присоединять уже коричневую нить. Так, то есть соединять я буду уже соединительную петлю именно коричневой нитью. Соединение делаем в первый столбик этого ряда, соединились, делаем воздушную петлю. Здесь все подтягиваем. Белую нить можем сразу ввязывать в вязание, чтобы она нам не мешалась, ну и не прятать, чтобы ее потом много. Этот ряд мы вяжем тоже столбиками без накида. Что у меня тут? Начиная с этой же петли, также вяжем столбики без накида. В конце этого ряда мы опять будем делать убавление на пятки. Просто столбиками без накида. В конце ряда, не довязывая 2 петли, мы с вами встретимся. Довяжите этот ряд самостоятельно. Тут ничего сложного. Довязала я почти до места, где у нас убавление. Кстати, коричневую нить я сюда проложила и тоже ввязываю ее в вязание, тем самым прячу. Так, осталось у меня 2 петли. Делаем убавку. Сначала за одну стенку беремся петли и потом вторую. И вяжем столбик без накида. Все, наша убавка готова. Делаем соединительный столбик, первый столбик без накида нашего ряда и воздушную петлю. Следующий 5-й ряд мы вяжем также без изменений.
просто по кругу, без убавок и прибавок. Довязала я 5-й ряд. Также делаем соединительную петлю, первый столбик этого ряда, и воздушную петлю. 6-й ряд, также начиная с этой петли, тоже вяжем столбиками без накида по кругу. И в конце этого ряда мы будем делать снова убавку. Встретимся с вами в конце ряда. Довязываю я 6-й ряд. Дошла до того места, где нужно делать убавку. Вот они, 2 петли, одну поднимаю, полупетлю, и вторую. И вяжем столбик без накида обычным способом. И присоединяемся к первому столбику этого ряда. Делаем воздушную петлю. Вот что у нас получилось на данном этапе. Дальше мы будем вывязывать мысок, делать убавки вот тут. Мысок, носочек, кто как называет. Далее, чтобы нам продолжить вязание, нам нужно выделить 9 центральных петель. Для этого мы складываем наш кроссовок ровно пополам и находим одну центральную петлю. То есть у меня она вот она. Отмечаем ее маркером, ну или как в моем случае контрастной нитью. И от нее, от центральной петли, мы отсчитываем 4 петли вправо. 1, 2, 3, 4. И в нее вставляем также контрастную нить, ну или отмечаем маркером. То же самое нам нужно сделать в левую сторону. 1, 2, 3, 4. И сюда эту петлю мы тоже отмечаем. Так мы выделили 9 центральных петель. Эту можно убрать. Нам главное вот эти 2 петли, 2 отмеченные петли. То есть получается у нас 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель центральных. Перед ними, перед этим маркером мы будем здесь делать убавки. И после этого маркера мы будем делать убавки. Итак, не довязываем сейчас до вот этого маркера 5 петель. Так, начинаем же с этой петли, куда присоединялись. Довязываем до первого маркера. Встретимся здесь, не довязывав 1, 2, 3, 4, 5 петель. Довязала я до места убавления. Итак, делаем одну убавку, одну подхватываем, один столбик и второй. Одну убавку сделали. Дальше делаем столбик без накида и снова убавка. Дальше вяжем 9 столбиков без накида. Эту я петлю опять отмечу, переставлю наш свой типа маркер. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 петля. Тоже возвращаю свой импровизированный маркер на место, чтобы не потерять эту петлю в будущем. И сейчас также делаю одну сначала убавку, затем один столбик без накида и снова убавку.
И довязываем этот ряд до конца. В этом ряду на пяточке мы убавление делать не будем. Поэтому давайте с вами довяжем сначала до конца ряда. Сделаете в конце ряда соединительный столбик за первый столбик без накида этого ряда. И встретимся с вами уже до 4 петель, то есть до маркера 4 петли оставляете, и мы с вами тут встретимся. То есть вам нужно довязать по кругу, не довязывая тут 4 петли до маркера. Довязала я до места, где у нас будет убавление, то есть оставила 4 петли. Здесь мы будем делать 2 убавки. Первая убавка и вторая. Дальше также вяжем 9 столбиков без накида. 1, возвращаю нить на место, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Также возвращаю его на место. Ее, это же все-таки не маркер, да? Так, и здесь делаю также 2 убавки. Так, да. Первая убавка и вторая. И сейчас довязываем до конца ряда, не довязывая 2 петли. Здесь в этом ряду у нас на пяточке будут убавления. Довязала я до пятки. Здесь мы делаем с вами убавление. И присоединяемся за первый столбик без накида этого ряда и воздушная петля. В этом ряду нам снова нужно сделать убавки. Поэтому до маркера не довязывайте 4 петли. Здесь самостоятельно провяжем. Встретимся возле маркера. Дошла я до петель, где нам нужно сделать убавки. Их будет в этом ряду также 2. Первая убавка и вторая убавка. Дальше также провязываем 9 петель центральных. 1, так, вторая, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Дальше также 2 убавки, 1 убавка и вторая. Все, довязывайте этот ряд до конца. Здесь мы на пятке убавки делать не будем. Так, довязала я этот ряд. Здесь коричневую нить мы отрезаем и присоединяем белую. То есть также я присоединяю белую нить, когда делаю соединительный столбик. И
воздушную петлю. В этом ряду также нам нужно сделать одну убавку, то есть сейчас провязываем, не довязывая здесь 2 петли. Так, не довязала я 2 петли. Здесь мы делаем убавление. Дальше 9 столбиков без накида, 1. Возвращаем нить. Так, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Здесь также делаем одно убавление. Что не могу ее поймать. Все, дальше вяжем столбиками без накида. Так как мы больше не будем делать убавок на пяточке, поэтому довяжите до конца этот ряд и потом до нашей серединки, не довязывая 2 петли, будем делать еще раз одну последнюю здесь убавку. Так, не довязала я тут 2 петли. Здесь мы будем делать убавку, то есть одну поднимаем петельку и вторую, и делаем столбик без накида. Дальше вяжем 9 столбиков без накида. Я, как всегда, возвращаю. Так, тоже можно, ничего страшного. Так, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. И также делаем убавление. Так, одна полупетля и вторая. И довязываем этот ряд до конца. Довязал я этот ряд до конца. Вот что у нас получается на данном этапе. Нам остается связать задник, язычок, ну и сделать обвязочку под шнурки. Итак, приступаем к вывязыванию задника. Здесь белую нить мы можем отрезать. Угу. Спрячем ее потом в вязание. Теперь от центральных 9 петель нам нужно отметить 6 петель, то есть отсчитать 6 петель и в 7-ю отметить. Так, вот от этой петли отмеченной 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-ю петлю я помечу маркером. Угу. И с этой стороны точно так же. Вот помеченная петля. И вот с этой 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-ю петлю мы помечаем маркером. Угу. Вот так вот это выглядит. Теперь ту петлю, которую мы отметили, присоединяем нить. Делаем воздушную петлю и начиная с этой же петли
вяжем столбиками без накида до вот этой вот отмеченной петельки. Просто столбиками без накида. Эту ниточку можете сразу ввязывать в вязание, чтобы ее потом не прятать. Так. Провязываем эту тоже, не забываем. И теперь можно эту ниточку тоже ввязывать, прятать в вязание. Довязываю я до отмеченной петли. Вот она. Довязала. Маркер можно уже убрать, он нам не нужен. Теперь, не делая петли подъема, разворачиваем наш кроссовок и начиная вот с этой же прям петли, самой первой, вяжем также столбиками без накида в обратную сторону до начала нашего задника. Так, довязываем наш ряд. Здесь вот эту первую петельку, пожалуйста, не забывайте. Довязали. Теперь также разворачиваем вязание, не делая воздушной петли подъема. И с этой же первой петли также вяжем до конца задника столбиками без накида. Это будет наш последний ряд белой ниткой задника. Довязала я этот ряд до конца. Нить можно обрезать. Белая нить нам пока больше не понадобится. Вот что у нас получилось. Это наш задник. Теперь складываем задник пополам ровно, чтобы найти нам середину. Находим середину и присоединяем коричневую нить. Присоединили, воздушная петля. Я ниточку эту положу сюда, когда буду здесь обвязывать, я ее тоже вяжу полотно. А с этой стороны я хочу приложить вот эту ниточку, ее буду ввязывать. Итак, делаем столбик без накида, второй, и вяжем так до вот этого момента. Вяжем. Так, ниточка моя, кончик, прячем его. Так. Надо ее, наверное, подтянуть. Угу. Ну и сильно не стягивать. Доходим до нашего угла. И в угол мы в этот провяжем последнюю петельку 3 столбика без накида, чтобы у нас был ровный угол. И последний, третий. Дальше мы здесь будем вывязывать под шнурки дырочки. Сейчас нам нужно сделать 2 петли воздушные, потом вот этот вот ряд пропустить и уже вот не вот в этот ряд, вот он второй, а вот в этот самый первый
провязать столбик без накида и вот в этот уголок второй столбик без накида. Дальше делаем опять 2 воздушные петли, пропускаем одну петлю и опять вяжем 2 столбика без накида. Опять делаем 2 воздушные петли, пропускаем один столбик и вяжем 2 столбика без накида. Довязали. Теперь вяжем 9 центральных петель. 1, 2, 3, можно убрать, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь делаем так же, как с той стороны, 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, пропускаем один столбик и дальше вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Опять делаем 2 воздушные петли, пропускаем вот эту петлю и в самый уголочек вяжем первый столбик без накида и второй вот сюда, то есть не вот в этот, а вот сюда. Второй столбик, делаем 2 воздушные петли и в уголок, в петлю от задника вяжем 3 столбика без накида. 2 и 3. И довязываем этот ряд до конца. 2, у нас кроссовок почти связан, остались детали. Здесь я соединительную петлю делать не буду, а сделаю как на подошве ложную петельку. То есть вот сюда в первую столбик без накида ввожу подобие стенки, крючок, вытаскиваю нить на лицевую сторону, переворачиваю вязание и в самый последний столбик, но уже за полупетлю, первую переднюю к нам, протягиваю петлю, ниточку. Вот что получается. Я ее, конечно, потом закреплю или даже сразу. Это, конечно, удобно делать крючком, который поменьше. Вяжу я плотно. Все. Потом я кончики все обрежу, спрячу. Вот что у нас получилось на данном этапе. Это у нас под шнурки дырочки. Будем сюда вставлять шнурок. Сейчас нам нужно будет вывязать здесь язычок. Он будет состоять из 8 петель. Рекомендую вам, если вы также туго вяжете, как и я, на всякий случай взять крючок немножко поменьше. Я, когда вывязываю язычок, я стараюсь брать поменьше крючок, так мне легче. Так, взяла я крючок поменьше, 1,5. Здесь не совсем удобно будет. Выворачиваем наш носочек вот так на другую сторону. И вот у меня остался маркер. Надеюсь, он у вас тоже остался. И от него вот эта вот первая петля. Мы будем начинать присоединяться к ней. И провяжем здесь 10 столбиков без накида. То есть я вот прям вот за эти вот перемычки
вяжу. Так, можно уже убрать. Так, присоединилась. Стараюсь здесь вязать чуть-чуть полегче, потому что потом все равно перейду на крючок 2,5. Воздушная петля, мы в нее потом будем вязать. Так, вот это второй столбик. Видите, тут немножко неудобно. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. 9. И последний 10. Все, первый ряд я довязала. Возвращаюсь к своему крючку 2,5. Переворачиваем вязание. Также не делаем воздушную петлю подъема. И теперь в первую, в самую первую мы делаем прибавку. То есть вяжем в 1-2 петли. 2 столбика, извиняюсь. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это получается во второй наш столбик. И в воздушную петлю, которая у нас была первая, нам нужно провязать прибавку 2 столбика. То есть мы теперь в каждом ряду будем делать прибавки. Разворачиваем вязание. Опять в эту же петлю, в первую, вяжем прибавку. Дальше до конца ряда вяжем столбиками без накида. И в последнюю петле, в петлю последнюю будем делать прибавку. Так. Главное ее не потерять. Угу. Вот она. Раз, два. Развернули наше вязание. В этом ряду опять будем делать прибавку в начале и в конце ряда. Сделали. Дальше идем столбиками без накида до конца ряда. Довяжите его самостоятельно и в конце сделайте еще прибавку.
Так, довязала я. У вас должно в итоге получиться 20 петель здесь. Теперь 7, 8 и 9 ряд вяжем просто без прибавок. 3 ряда поворотными рядами. У вас должно ряд остановиться вот на этой стороне. Здесь мы будем делать такую коричневую полоску. И нам нужно, чтобы в этот момент вязание находилось на лицевой стороне. А сейчас 7, 8, 9 ряды вяжите просто поворотными рядами, столбиками без накида. Итак, связала я ряды, у меня здесь 20 столбиков без накида, я нахожусь сейчас на лицевой стороне. Эту ниточку мы пока оставляем так, берем другую нить и в четвертую от крючка, вот допустим, если у меня здесь сейчас крючок, четвертый столбик, 1, 2, 3, 4, так, он бежит, присоединяем нить коричневого цвета, делаем соединительный столбик, в следующую петлю мы провяжем столбик без накида, дальше делаем накид и сделаем полустолбик с накидом. То есть провяжем все сразу, все 3 вместе. Дальше провяжем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь в обратном порядке. 1 полустолбик с накидом. Дальше столбик с накидом. И соединительная петля. Все. Нить коричневую мы обрезаем. Убираем. Теперь вводим крючок опять в белую нить, белую петлю. И продолжаем вязать столбиками без накида, начиная с этой самой первой петли. 1, 2, 3. В этот же столбик, куда присоединялись коричневой нитью, потом в него, то есть вот в эту вот эта вот косичка, столбик. И дальше столбиками без накида по всей вот этой коричневой полосочке. Так, вяжем до конца ряда. Коричневую нить я сюда проложу, спрячу ее. Угу. Так, не потерять бы петлю и сюда. И довязываем ряд до конца. Делаем соединительную петлю, укрепляем и отрезаем белую нить.
Нити мы потом спрячем, обрежем. Наш язычок готов. В общем, осталось нам связать второй язычок, или как он правильно называется, не знаю. И на заднике тоже такую вот обвязку. Ну, конечно же, шнурок. И спрятать все ниточки, убрать лишние. Итак, нам теперь нужно опять найти 9 центральных петель. Складываем наш кроссовок пополам. Вот она, центральная петля. Отметила ее. И теперь в обе стороны также отметим по 4 петли. 1, 2, 3, 4. Отмечаем. И также в другую сторону. 1, 2, 3, 4. Вот что у нас получилось. Теперь вот за вот эту это будем вязать первый ряд за полупетли вот эти. Присоединяем коричневую нить. Воздушная петля. Сюда же столбик без накида. И так вяжем 9 столбиков без накида, то есть до отмеченной петли 1, 2, 3, 4, это можно убрать, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание и во второй столбик от крючка вяжем 6 столбиков без накида. Так, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А 7 столбик без накида вяжем в первый столбик без накида предыдущего ряда. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и также во вторую петлю от крючка вяжем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6 вяжем столбик без накида, то есть уже получается не столбик без накида, а в эту воздушную петлю подъема. Так, что у нас получается? Можно даже провязать еще ряд. Делаем воздушную петлю, во вторую петлю от крючка провяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и 5 провяжем в петлю предыдущего ряда воздушную. Так, вот что у нас получилось. Теперь побольше оставляем нити для того, чтобы нам можно было ее потом пришить. Отрезаем. Ниточки все потом спрячем, уберем. Вот такой вот язычок получился. Теперь находим
середину на пятке. Ну, тут ее даже будет видно. Вот где у нас. Так, вот отмерим. И вот она, наша серединка. И теперь в каждую сторону отмерим по... Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Маловато будет. 12, 13. Кто хочет, может побольше сделать. Сюда ставим маркер и также в эту сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так. Что-то я запутал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 11, 12, 11, 12. Вот она, 13-я. Да. Теперь вроде ровно. Присоединяем сюда коричневую нить. То есть за эти полупетли, которые у нас остались от подошвы также. И просто вяжем столбиками без накида до второй отмеченной нити. То есть, извиняюсь, петли. Просто столбиками без накида. Встретимся на этой петле. Довязала я до этой петли, маркер можно убрать. Теперь также, не делая воздушной петли подъема, разворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении. Так нам нужно связать 3 ряда. Один мы уже связали, вот второй. То есть мы сейчас дойдем до сюда. Также, не делая петли подъема, разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. Нам также надо будет оставить достаточно нити для того, чтобы пришить потом эту деталь. Вот сюда мы ее будем пришивать. Довязала я эту часть, то есть получилось здесь всего в общем 3 ряда. Оставила нить подлиннее для того, чтобы ее пришить. Это будет выглядеть вот так. Практически мы связали наш кроссовок. Нам осталось пришить все детали к нашему кроссовчику, кроссовку и связать шнурок. Я сначала пришью все детали и потом вернусь к вам для того, чтобы связать двухцветный шнурочек. Итак, пришила я все детальки нашему кроссовочку. Вот так это выглядит. Также я убрала сразу все ниточки, спрятала кончики, пришила сразу эмблемку Handmade. И нам с вами осталось связать шнурок. Шнурок будет двухцветный, вот так вот он выглядит. Берем 2 нити разного цвета, делаем одну воздушную петлю. Теперь я делю 2 нити вот так вот. То есть белая у меня была внизу. Вот. Теперь белую нить мы подхватываем на крючок, а коричневый провязываем. Белую нить накидываем на крючок, коричневый провязываем. Накидываем, провязываем, накидываем, провязываем. Вяжется он легко, главное понять принцип. Накидываем белую, коричневый, провязываем,
накидываем, провязываем. Итак, я связала 120 воздушных петель. Вы можете поменьше связать, может кому-то побольше понадобится, наоборот. Накидываем, коричневый провязываем, белую накидываем, коричневый провязываем, накидываем белую, коричневый провязываем. Довязала я шнурочек, вставила его, и вот что у нас получилось. Второй, конечно, кроссовок вяжется аналогично, точно так же. Если вам что-то стало непонятно в видео, пишите комментарии, задавайте вопросы, постараюсь ответить сразу же. Ну и если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и буду рада подписке.